Стук по потолку. Мы с матерью и отчимом жили в Москве на 4-м этаже пятиэтажного дома. Как-то вечером, сидя перед телевизором, я услышал стук. Было ощущение, будто соседи сверху стучат в свой пол. Я не обратил на это внимания, так как у них была собака, и они частенько рубили для нее кости на небольшом пеньке. Однако стук повторялся снова и снова. Мать тоже его услышала и решила подняться к соседям, чтобы они не перестали стучать. Когда она от них вернулась, то сказала, что они ни при чем. Тоже тихо смотрят телевизор и стука не слышали. Осенью переехали в Королев. Отчим пил, и все деньги уходили на кодировки, на верхний этаж пятиэтажки. Где-то в конце октября, в начале ноября стуки повторились и в этом доме. Честно говоря, я очень испугался, так как над нами тут был только чердак. На дворе была еще зима, но снег прошел, и остались небольшие сугробы, покрытые корочкой. Я после этих стуков вышел на улицу и обошел вокруг своего дома. Нигде никаких следов. Заходил в соседние подъезды, но двери на чердак были закрыты. После этого вечера дома стала твориться настоящая чертовщина. По-прежнему были слышны стуки, а вдобавок к ним сами собой падали предметы, были слышны шорохи в углах. Соседка посоветовала мне развесить в углах чеснок, передвинуть телевизор из угла на середину и в косяк входной двери воткнуть иголки. Помогло, но только до следующего переезда. Мать развелась с отчимом, и мы переехали с этой квартиры. 1 декабря 1998 года мы переехали в Орехово-Зуево, и спустя 5-7 дней стук возобновился. После этого мать заболела. Врачей она не вызывала, а я была маленькая, не знала, что нужно делать. Полагая, что она знает лучше, у матери вскоре начались галлюцинации. Ей казалось, что за нами наблюдают, больше ничего не происходило. Вот только 19 декабря этого же года она умерла примерно в 7 или 8 часов утра. Как я не слышала, что она умирает, не знаю, хотя я спала на одной с ней кровати. Поза, в которой она умерла, очень странной была. Она сидела на полу, прислонившись спиной к дивану, руки держала перед собой, будто защищаясь и защищая меня. Ее глаза были широко открыты от ужаса. Врач скорой сказал потом, что это похоже на насильственную смерть, но в медицинском заключении было написано «воспаление легких». До сих пор я боюсь, что этот зловещий стук повторится, и надеюсь, что когда-нибудь узнаю, что же случилось с мамой на самом деле в ту ночь.